Мальчик открывает глаза и видит кучу симпатичных служанок, которые с нетерпением ждут его. Его первым желанием было бросить огненный шар и поджарить их всех, но прежде чем он успел это сделать, он заметил, что его руки стали совсем крошечными. Это отвлекло его, и вместо того, чтобы убить служанку, он пробил дыру в стене замка. К счастью, в это время проходил фейерверк, и его взрыв не вызвал тревогу в королевстве. Служанки празднуют рождение принца Ллойда, но они решают сменить работу, пока этот маленький хулиган не превратил их в пепел. Через некоторое время служанки решают остаться на своих местах, но сначала обновляют свои страховые полисы. Сейчас они повсюду ищут принца Ллойда. Но как только они уходят, Ллойд выскакивает из-за колонны. Он хочет сбежать, чтобы они его не нашли. Но пытаясь уйти, он сталкивается с какими-то чиновниками. Он просит их не рассказывать служанкам, что он здесь, и они соглашаются. Один из них спрашивает, не хочет ли Ллойд пойти с ними на охоту, чтобы убить время. К сожалению, он сейчас очень занят, поэтому игнорирует предложение и убегает по своим делам. Чиновники немного расстроены, потому что Ллойд снова отказался с ними сотрудничать. Но другой парень удивляется, зачем они вообще пытаются подружиться с этим ребенком. Ведь он слишком молод, чтобы бороться за корону. К тому же он всего лишь 7-й принц, так что дружба с ним не принесет им никакой политической выгоды. На это у первого чиновника есть ответ. Этот ребенок может взорвать замок в день своего рождения, и я не думаю, что ему нужна еще одна причина, чтобы поддерживать с ним дружеские отношения. Я бы не удивился, если бы Ллойд был реинкарнацией отца магии, но это всего лишь предположение. Теперь вернемся к Ллойду. Он действительно реинкарнация, но в прошлой жизни он был обычным магом. Он не знает, почему помнит прошлую жизнь, почему родился принцем и кто решил, что ему стоит носить этот наряд. Но в одном он уверен, раз уж у него есть свобода действий, он будет жить так же, как и раньше, и посвятит свое время изучению всякой крутой магии. Он был очарован огромной библиотекой в замке, думая, что она даже лучше, чем та, что была у него в прошлой жизни. Но прежде чем он успел открыть книгу и начать читать, вошла служанка и просто разбила ее. Сильфа наконец-то нашла его, так что он больше не может прогуливать уроки, как раньше. Снаружи Ллойду предстоит тренировка с Сильфой, и она не проявляет милосердия к 8-летнему мальчику, но он держится. Ллойд не понимает, зачем ему проходить все эти тренировки, если он не претендует на королевский трон. Но Сильфа ответила, что жизнь — это не только борьба за власть в семье. Как член королевской семьи он должен быть образованным во всех сферах. Она уже 3 года занимается его образованием, поэтому она очень серьезно относится к своей работе и следит за тем, чтобы он учился. Ллойд не понимает, насколько Сильфа строга и серьезна, но он знает, что она не отпустит его, пока он не покажет улучшения. Она велела ему встать в стойку, и они снова скрестили мечи. Но на этот раз Ллойд повторял движение Сильфы как Зора. Она была впечатлена тем, как он вырос, потому что видела, что он становится лучше. Но Ллойд думает, что он жульничает с помощью магии контроля, точно копируя ее движения. Другими словами, он жульничает на экзамене по фехтованию. Но даже несмотря на то, что он копирует ее, он все еще 8-летний мальчик с маленьким телосложением, поэтому она сильнее, выше и у нее больше размах. Он должен найти способ компенсировать их разницу, потому что это ставит его в невыгодное положение. Поэтому он придумывает гениальный план. Он собирается еще немного схитрить. Он накладывает заклинание, чтобы его деревянный меч стал длиннее, другое, чтобы он стал физически сильнее, и еще одно, чтобы он левитировал. Теперь он может сражаться с Сильфой на равных. В конце концов, когда он замечает возможность, он меняет тактику и перестает копировать ее движения во время своих атак. Это застало ее врасплох, и он решил воспользоваться этим, чтобы нанести удар. Но она все равно очень опытная фехтовальщица, поэтому смогла отразить его удар. Она обвинила его в жульничестве, и Ллойд испугался, что попался. Она поняла, что он сделал это, чтобы сравнять шансы, потому что не мог с ней справиться. И знаете что, она была впечатлена. Это означало, что он использовал 2 заклинания одновременно, и даже дворцовые маги не могли такое провернуть. Это уже высший уровень. Ллойд был рад, что она не ругает его за использование магии, но он промолчал о том, что на самом деле использовал 4 заклинания, а не 2. Позже Ллойд пошел мыться. Но, черт возьми, ему пришлось сидеть на коленях у Сильфы в ванной для служанок. Это либо плохо, либо хорошо, в зависимости от того, как на это посмотреть. Он очень смущен, но Сильфа не отпускает его и не дает помыться, потому что в прошлый раз он даже не принял душ и все время читал.
Мой друг просто хотел почитать, но застрял там с кучей служанок, не зная, что делать. Одна из служанок предупредила его, что если он не будет себя хорошо вести, то его заберет демон из запретной библиотеки. Ллойд никогда не слышал ни о запретной библиотеке, ни о демоне, поэтому девушки рассказали ему все. Давным-давно королевство Салом было почти полностью уничтожено. Но после того, как маги принесли жертвы, им удалось запечатать демона в проклятой книге. Они называли это демоническое гримуар оком, и по легенде оно было запечатано в запретной библиотеке замка. Силфа, правда, не верит в эту историю. Она говорит Ллойду, что это все ерунда, и что ему не стоит бояться такой глупости. Но Ллойд сам борется со своими демонами. После того, как увидел столько девушек в купальне, и теперь не может заставить себя посмотреть им в глаза. Они неправильно поняли его состояние и решили, что он действительно боится их истории. Поэтому предложили ему сегодня ночью лечь с ними в постель, если он захочет. Ллойду удается ускользнуть, пока они спорят, кто будет с ним. И теперь, когда он знает о запретной библиотеке, он не может просто так это проигнорировать. Той ночью Ллойд пробирается по коридорам замка, пока не находит коридор, ведущий в запретную библиотеку. Затем он накладывает на себя заклинание воздуха, чтобы скрыть свое присутствие. Это меняет плотность воздуха вокруг него и заставляет свет преломляться, делая его практически невидимым. Один из стражников вот-вот потеряет сознание, но другой говорит ему не спать, потому что они должны охранять какую-то магию, которая может разрушить все королевство, если попадет не в те руки, плюс запечатанного демона. Тем временем Ллойд просто проходит мимо них, пока они хвастаются, что они лучшие стражники. Их точно уволят после этого, не так ли? Но все же был еще второй уровень защиты, чтобы никто не мог попасть в библиотеку. Это печать, наложенная 10 могущественными магами с помощью их сильнейшей магии, так что никто не сможет ее снять. Ну, ему не составило труда ее снять, так что, думаю, магов тоже уволят. Когда Ллойд впервые попал в эту библиотеку, он был просто поражен, потому что всю свою жизнь прожил здесь и даже не знал об этом месте. Он начал рассматривать все эти интересные книги, но потом вспомнил, что должен вернуть барьер на место, чтобы люди из-за него не потеряли работу. И тут он увидел, как из стопки книг вылетает книга, а за ней появляется гримуар демона. Гримуар был впечатлен, что такому юному парню, как Ллойд, удалось сломать печать на двери библиотеки, и попытался убедить его сломать печать и на нем самом. Но даже если бы Ллойд этого не сделал, печать на гримуаре все равно бы разрушилась, потому что она уже была повреждена. Гримуар пытался соблазнить Ллойда золотыми самородками, но Ллойда не обманешь. Это золото было создано с помощью магии созидания, и к тому же гримуар сделал его очень некачественно. Ллойд прямо сказал гримуару, что восстановит печать, как только закончит здесь. В королевстве так много книг, которые ему нужно прочитать, что он не может позволить какому-то дураку вроде гримуара все испортить. Гримуар продолжает уговаривать его, обещая, что не разрушит королевство. Но Ллойда это не убеждает. В последней попытке гримуар говорит, что научит Ллойда древней магии, если тот его отпустит. Ллойд готов пожертвовать всем королевством, если это поможет ему научиться магии. Он спросил, правда ли гримуар научит его древней магии, и, поняв, что парень попался на крючок, гримуар сказал, что обязательно научит. Он пытается подлизаться к Ллойду, говоря, что тот должно быть очень талантлив в колдовстве. Это навевает неприятные воспоминания о прошлой жизни Ллойда, когда люди отвергали его, потому что у него не было магических способностей. Но теперь все изменилось, ведь он стал членом королевской семьи. Он достает волшебный ключ и использует его, чтобы разрушить книгу, в которой хранится гримуар. Когда он освобождается, гримуар не может поверить, что Ллойд действительно разрушил печать. Ллойду все еще хочется получить урок древней магии, поэтому он просит гримуара начать урок. Гримуар пристально смотрит на него и бросает в него шар фиолетового пламени, называя это первым уроком. Он думает, что Ллойду конец, и собирается уйти, чтобы разрушить мир или что-то в этом роде. Но Ллойд появляется из дыма, целый и невредимый. Гримуар не может поверить, что Ллойд выжил после прямого попадания его заклинания, и Ллойд хвалит его за то, что оно такое уникальное. Нашему мальчику хочется увидеть еще, и гримуар не может смириться с тем, что Ллойд выжил. Он начинает стрелять в него еще большим количеством заклинаний. Но ни одно из них не может пробить барьер вокруг Ллойда. Гримуар в замешательстве, потому что не понимает, почему этот барьер такой мощный. Ллойд с восхищением наблюдает, как он анализирует заклинания. Но хотя он знает, что это может его убить, ему хочется узнать, каково это — принять атаку на себя. Ллойд открывает дыру в барьере и берет немного фиолетового пламени, чем шокирует гримуара. Оно сильно обжигает его палец, но ему, кажется, это нравится. И тут мы понимаем, что у Ллойда серьезная проблема с головой. Он говорит гримуару, чтобы тот показал ему что-нибудь еще.
и, не желая проигрывать ребенку, достает свой козырь и повышает уровень второго заклинания, чтобы использовать его в дуэли. И хотя это должно было уничтожить любого, кто не является главным героем, гримуар все равно проигрывает. Когда гримуар видит, что Ллойд с легкостью отменяет его самое мощное заклинание, он понимает, что не может справиться с этим ребенком в бою, поэтому пытается как можно быстрее убежать от него. Но как только гримуар собрался уходить, он врезался в барьер, который заранее установил Ллойд. Это замок над библиотекой, и Ллойд не хочет, чтобы кто-нибудь узнал о его секретной миссии. Гримуар спрашивает, не думает ли Ллойд, что он пытается сбежать, но это не так. Давным-давно Ллойд совершил ошибку, из-за которой страховка всех его друзей подорожала, поэтому он всегда был очень осторожен, когда использовал магию. Он даже установил барьеры вокруг всех книг, чтобы они не сгорели. Но как только гримуар собирался использовать еще одно заклинание, Ллойд остановил его и сказал, что уже видел это. Теперь он хочет посмотреть, какая у гримуара защитная магия, поэтому он использует одно из своих атакующих заклинаний. Можно с уверенностью сказать, что гримуару это не понравится, и после того, как взрыв закончится, мы видим, что он лежит на полу, как побежденный демон. Ллойд подходит к нему и спрашивает, почему он не использовал барьер для защиты. Но правда в том, что никакое заклинание не спасло бы его от этой атаки. После этого Ллойд использует магию, чтобы вернуть комнате прежний вид, и гримуар приходит в себя после столкновения с Ллойдом. Он говорит Ллойду, что тот потрясающий маг, но Ллойд считает, что это он потрясающий. Оказывается, демонов нельзя убить магией, хотя это все равно чертовски больно. Ллойду интересно, сколько гримуар может выдержать наказаний, ведь он якобы неуязвим для магических атак. Но гримуар не хочет соглашаться на это, поэтому он клянется в вечной верности Ллойду при условии, что тот не будет его пытать. Ллойд соглашается взять его в фамильяры, но пытки все равно будут, хотя и не такие жестокие. Он говорит гримуару превратиться, чтобы не пугать людей своим видом. Так что гримуар превращается в милого козлика и пытается очаровать Ллойда, чтобы тот позволил ему управлять своим телом. Но когда гримуар пытается это сделать, он заглядывает в бездну, которая является источником маны Ллойда. Это ясно дает ему понять, что ничего из того, что он пытается сделать против этого парня, не сработает, так что лучше просто быть послушным и не лезть на рожон. После этого Ллойд идет в библиотеку, чтобы читать сколько душе угодно. Чуть позже мы видим, как этот шикарный парень собирается на прогулку по своему особняку. В библиотеке гримуар предупреждает Ллойда, что кто-то идет. Ллойд говорит ему спрятаться, и мы узнаем, что это принц Альберт. Альберт прямо-таки демонстрирует свою силу, поражая всех, когда попадает точно в цель с помощью магии. Альберт – второй принц королевства Салун, он чертовски хорош во всем. И люди думают, что он точно станет следующим королем. У Альберта есть особый доступ в подобные места. Иногда он приглашает с собой Ллойда. Ллойд не может использовать много магии в замке, поэтому он ценит, когда Альберт берет его с собой на стрельбище. Теперь очередь Ллойда показать себя. Но он не хочет никого впечатлять. Ему не нужен трон, поэтому ему не нужно ничего доказывать. К тому же, если бы он раскрыл свою истинную силу, то оказался бы втянут в борьбу за власть между принцами. Ллойду это не нравится, потому что он хочет изучать магию и жить в мире. Гримуар спрашивает, что Ллойд собирается делать на демонстрации. Ллойд объясняет, что он просто немного закрутит свои огненные шары, чтобы они едва задевали мишени. Ллойд говорит об этом так, будто это пустяк. Но гримуар считает, что это требует еще большего мастерства, чем просто попадание в цель. Ллойд запускает шары, едва задевая мишени. Толпа разочарована, но гримуар понимает, что они должны были знать, как сложно контролировать магию. Ллойд не обращает на них внимания. Он слишком занят мыслями о том, как улучшить свою технику. Альберт, кажется, что-то знает, но ничего не говорит и просто говорит Ллойду, что он может отдохнуть, пока тот делает перерыв. Ллойд очень рад, потому что у него есть куча идей, которые он хочет попробовать. Первое, что он хочет сделать, это повторить то двойное заклинание, которое использовал гримуар. Но гримуар приходит в ужас и говорит, что это невозможно, потому что это демонское умение иметь дополнительные рты. Но у Ллойда есть решение. Он сам удивляется, когда его идея срабатывает. Гримуар в шоке и говорит, что только сумасшедший безголовый демон мог бы попытаться встроить демона в свое тело. Ну, именно это и сделал Ллойд. Он просит гримуара создать огненный шар. Гримуар ведет себя дерзко, говоря, что для демона его уровня это плевое дело. Но когда все идет не по плану, гримуар приходит в ужас и спрашивает, что, черт возьми, сделал Ллойд. Ллойд объясняет, что это было просто заклинание, техника, позволяющая сократить время произнесения. Произнося несколько заклинаний одновременно, Ллойд может быстрее колдовать.
Ллойд довел это до совершенства, спокойно говоря, что он произносит около сотни заклинаний в каждой строчке. Гримуар в шоке от того, как спокойно Ллойд это делает, и говорит, что даже он, крутой демон, может произнести только 2 или 3 строчки одновременно. Ллойд переходит к следующему испытанию и обнаруживает, что теперь может говорить 2 ртами одновременно. Гримуар в ужасе, думая, что Ллойд собирается произнести 2 сложных заклинания одновременно. Но Ллойд затыкает его. Огромная сила начинает течь через него, когда он использует огненный шар и водяной шар. Гримуар в панике, когда понимает, что Ллойд смешивает 2 безумно сложных заклинания. Мана становится безумно мощной, и Ллойд в восторге от того, какую силу дает это двойное заклинание. Ллойд понимает, что не может выпустить всю эту силу на землю, поэтому он просто направляет ее в небо. Но даже так это демонстрация силы, которую видно за много миль. В замке некоторые слуги не хотят, чтобы Альберт общался с Ллойдом, потому что считают его просто ребенком, который ничего не смыслит в магии. Альберт их осаждает, говоря, что они слепы. Он говорит, что Ллойд намеренно поразил все цели одним и тем же способом. Так что Альберт называет Ллойда чертовым гением. Альберт предсказывает, что Ллойд может стать великим мудрецом, и надеется, что он станет его союзником. Слуги уверены, что смогут его убедить, но Альберт говорит, что он просто хочет поладить со своим младшим братом. Альберт предполагает, что Ллойд, вероятно, уже сбил все цели. Но слуги снова сомневаются в его способностях. Они думают, что ребенок не смог бы так быстро их сбить, и один из слуг удивляется, почему на улице так темно. Мы узнаем, почему, когда гримуар дрожит от страха, увидев, как Ллойд пробил дыру в атмосфере. Ллойд начинает паниковать, потому что не хочет, чтобы кто-то узнал, но, к счастью, все возвращается на свои места. Это было чертовски странно, и напуганный гримуар снова задается вопросом, кто же такой Ллойд на самом деле? На следующее утро гримуар уже устал выполнять все поручения Ллойда. Но он успокаивается и напоминает себе, что его работа — следить за тем, чтобы Ллойд жил в чистоте и был здоров, готовясь к тому, что однажды он займет его тело. Позже дыра в небе попадает в газеты, но никто не знает, что ее вызвало. У Ллойда, похоже, серьезная СДВК, потому что он уже переключился на другое. Его больше интересует новая история о крутых авантюристах. Они покорили невероятно сложное подземелье, вернулись с кучей драгоценностей и магических артефактов. Ллойду это кажется чертовски забавным, и он решает отправиться в подземелье. Гримуар говорит, что если кто-нибудь узнает, что Ллойд ушел, то все с ума сойдут. Но Ллойд признается, что у него есть решение. Гримуар в шоке, когда Ллойд достает желудь. Но его шок сменяется удивлением, когда Ллойд использует желудь, чтобы создать деревянную копию себя. И это не просто копия. У нее есть нервы и все такое. Так что она не только выглядит как он, но и может двигаться самостоятельно. Но этого все равно недостаточно. Ллойд объясняет, что сделал бы это раньше, если бы знал, что это сработает. К сожалению, настоящая проблема Силфа. Мы возвращаемся в прошлое, чтобы показать, как она одержима Ллойдом, даже замечает, когда он вырастает на 1/4 миллиметра. Эта глупая кукла, которую он сделал, не обманет ее. Но у Ллойда есть новый план. Он выходит на улицу, и мы видим, что он оставил гримуара присматривать за копией, но все еще может разговаривать с ним через свою руку. Служанки думают, что это очень мило, но гримуар думает, какой Ллойд сумасшедший. Ллойд перенес душу гримуара в копию и поместил его бездушное тело в свою руку. Остальное он оставляет гримуару. И гримуар чувствует, что копия настоящая. Но потом он понимает, что Ллойда нет рядом, чтобы остановить его, и у него появляются злые мысли. В этот момент Ллойд говорит ему, как сильно он любит гримуара, и у гримуара наворачиваются слезы на глаза. Ллойд спрашивает, все ли в порядке, но гримуар просто говорит ему поторопиться и закончить с подземельем. Ллойд понимает, что не знает, где найти подземелье, и гримуар замечает, что неподалеку происходит какая-то потасовка. Оказывается, на вид беспомощная девушка дает отпор нападающим и просто уничтожает их. Она демонстрирует свои невероятные боевые навыки, и гримуар говорит, что она должно быть мастер боевых искусств. Ллойд читала техники дыхания, которые она использует. Она позволяет человеку направлять энергию, называемую Кай, в свое тело, что дает ему невероятную силу. Каким-то образом девушка замечает их, но Ллойд не против, потому что хочет узнать больше о ее технике. Ллойд в шоке, потому что гримуар говорит, что Тао может узнать в нем 7-го принца. Он молчит, и Тао думает, что он враг, поэтому она нападает на них. К счастью для Ллойда, он успевает изменить свою внешность и представляется Альберта. Ллойд использовал заклинание, которое позволяет ему превращаться в кого-то, кого он видел раньше. Он изменил свой облик с помощью нового заклинания для дуэлей, создав совершенно новый стиль. Девушка Тао представляется, и Ллойд беспокоится, что она что-то заподозрит, потому что она не оборачивается. Оказывается, Тао на самом деле паникует, потому что считает Альберта очень привлекательным.
Тао тренировалась все свои 18 лет. Она наконец-то сбежала из дадзе и стала искательницей приключений в поисках романтики. Но, черт возьми, у нее ничего не вышло, потому что большинство парней предпочитают слабых, как она выразилась, задротов-священников. Но теперь у нее наконец-то появился шанс, и она клянется, что сделает Альберта своим парнем. Она выглядит очень занятой. Поэтому Ллойд решает не просить ее очистить подземелье вместе с ним. Но она очень хочет. Когда они оказываются в подземелье, Тао с радостью демонстрирует свои боевые навыки. Но наш приятель Ллойд слишком занят, пытаясь разобраться в светящихся камнях. Тао впечатлена тем, как много Ллойд знает о ее технике дыхания, и она объясняет, что изучение кая начинается и заканчивается с правильного дыхания. Правильное дыхание наполняет твое тело энергией кая, позволяя тебе использовать сверхчеловеческую силу. Проблема в том, что нужно много тренироваться, чтобы почувствовать энергию кая в своем теле. Поэтому Тао предлагает Альберто сосредоточиться на том, чтобы завоевать ее сердце. Но Ллойд пропускает эту глупую шутку мимо ушей и удивляет Тао, когда демонстрирует технику дыхания. Он объясняет, что просто скопировал ее, но она предупреждает его, что если он не привыкнет к этому, то его легкие будут гореть. Но Ллойд все такой же сумасшедший и продолжает практиковаться. Он сам удивляется, когда начинает чувствовать эту энергию внутри себя, и радуется, потому что понимает, что может использовать эту силу для колдовства. Тао решает помочь ему изучить кай и говорит, чтобы он не прекращал практиковаться, пока они не выйдут из подземелья. Дома гримуар думает, что Ллойд сумасшедший, потому что у него такая легкая жизнь, но Ллойду плевать. Все, что его волнует, это изучение магии. У гримуара все идет гладко, но он приходит в ярость, когда появляется Сильфа. Тем временем в подземелье Тао показывает Альберто, как использовать энергию кая, и с ее помощью побеждает босса. Они забирают сундук, но Тао объясняет, что в подземелье, которое не сильно выросло, хорошей добычи не будет. Когда они открывают сундук, Тао с удивлением видит, что Альберто уже научился технике дыхания кая за такое короткое время. Тао понимает, что ей повезло, потому что если она сможет заставить Альберто встречаться с ней, у ее опекуна не останется выбора, кроме как принять его в качестве ее жениха. Тао открывает сундук, но Ллойду приходится ее спасать, потому что она активирует смертельную ловушку. Из сундука появляется Лич, и Ллойд спрашивает, не он ли настоящий босс подземелья. Тао очень напугана, но когда Альберто спрашивает о монстре, она делает вид, что все в порядке, и говорит ему, что ему лучше убраться из подземелья без нее. Он возражает, говоря, что хочет остаться и посмотреть на битву, но Тао подходит к нему и наносит удар, от которого он отлетает в комнату босса. Личу не было смысла прятаться в подземелье такого низкого уровня, потому что они настолько сильны, что даже опытный искатель приключений не может с ними справиться. Она не сможет победить, но хочет выиграть время, чтобы Альберто успел сбежать. Тем временем Альберто летит обратно по туннелю после удара Тао, но он разочарован, потому что хотел узнать больше о Кае от нее. Он создает магический барьер, чтобы не улететь обратно, но даже если бы Тао очень хотела, чтобы он ушел, она могла бы хотя бы дать ему чертову карту или что-то в этом роде, потому что Альберто совсем потерялся. Он пытается связаться с гримуаром, но не получает ответа, кроме сообщения с просьбой поскорее вернуться домой, потому что у него проблемы. С другой стороны, Тао все еще сражается с Личом и держится, но она проиграет рано или поздно, потому что ее избивают. Она не хочет умирать, но ей приятно осознавать, что она помогла Альберто сбежать. Она медленно отступает, пытаясь понять, сможет ли она сама спастись. Но в этот момент Лич начинает говорить. Он видит, что она использует боевые искусства и говорит, что уже ел кого-то с похожей техникой. Но получив знание этого человека, он понимает, что Кай — это просто слабая версия магии. Поэтому он не видит смысла есть Тао, чтобы узнать об этом. Но Альберто привлек внимание Лича, и тот с удовольствием бы его съел. Тао уже не в первый раз слышит, как кто-то критикует ее боевые искусства. Большинство людей на этом континенте считают их бесполезными, но когда Альберто увидел их, он был впечатлен, и это ее обрадовало. Лич не понимает, зачем она ему все это рассказывает и почему думает, что ему не все равно. Но Тао, глубоко вздохнув, бросается на Лича со всей силой, на которую способна. Несмотря на то, что Лич создает барьер, она продолжает атаковать. Она тренировала свое тело и использовала боевые искусства всю свою жизнь, жертвуя драгоценным временем и так и не найдя парня. Поэтому она не позволит Личу оскорблять ее технику. Она выпускает мощный удар, пробивая барьер Лича и отбрасывая его к стене. К сожалению, Кай, который она использовала, полностью истощил ее силы, и теперь она едва может двигаться, но Лич не пострадал от ее атаки. И посчитав это жалким, ведь она использовала все, что у нее было, он сказал, что ее магия даже не сравнится с его, и что она сейчас умрет. Лич нанес магический удар, но вместо того, чтобы убить ее, удар раскололся и рассыпался, потому что Альберто создал барьер.
Он сказал, что Тао уже закончила сражаться, и он хочет нанести удар, но ему нужно вернуться домой, так что он должен поторопиться. Тао была удивлена, увидев его снова, и еще больше удивилась, заметив безумный взгляд в его глазах. Она просто сидела молча. Лич начал читать заклинания, и Альберто сделал то же самое, исчезнув из виду, пронесшись вдоль стены, появившись позади Лича. Он глубоко вздохнул, используя технику, которой его научила Тао, но его тело все еще не привыкло к ней, и в итоге он сломал несколько ребер. Лич снова атаковал. Но Альберто все еще нужно было время, чтобы подумать, поэтому он создал барьер, чтобы блокировать удары Лича, и задумался, как ему освоить новую технику. Лич не мог поверить, что кто-то может создать такой сильный барьер, который отражает все его атаки. Но Альберто даже не думал о барьере. Вместо этого он пытался понять, как объединить Кай и Ману. Он вспомнил, что Тао говорил о важности концентрации, поэтому решил сосредоточиться на дыхании. Он вдохнул полной грудью и одновременно произнес заклинание, чтобы улучшить их комбинацию, потому что Лич стал вести себя слишком самоуверенно, решив, что Альберто убегает. Потому что не может победить. Лич стал атаковать еще яростнее. А Альберто все пытался дышать глубже, но барьер мешал ему, и он решил от него избавиться. Лич снова неправильно оценил ситуацию и подумал, что его атаки наконец-то пробили барьер, и решил, что он сильнее Альберто. Альберто ухватился за сталактит и наконец-то смог вдохнуть достаточно воздуха, чтобы правильно соединить свою Ману и Кай. Он прыгал и дышал как сумасшедший, но наконец смог смешать их и найти баланс. С помощью этой новой техники он отражал магические удары Лича, хоть и был слабее, чем ему хотелось бы. Он делал энергию тоньше и сильнее, чтобы она могла достичь Лича. Лич продолжал атаковать, пытаясь блокировать удары Альберто. Но со временем атаки Альберто становились все сильнее и чаще, и он даже не использовал для них ни одного заклинания. Значит, все его атаки были основаны на Кае. Лич не мог поверить, что его одолела такая простая техника, как Кай. Но Альберто продолжал атаковать без остановки, делая удары все тоньше и острее, пока не достиг совершенства. Лич понял, что происходит, и перестал атаковать, подняв барьер и пытаясь отразить удар. Но благодаря своей отточенной технике Альберто прорубил Лича, его барьер и всю пещеру с плотиной. После этого Тао влюбилась в него еще сильнее, чем раньше. Они готовятся нырнуть, но сначала проверяют сундук, чтобы понять, ради чего они прошли через все это. И находят старый потрепанный кинжал. Эта штука не стоит ни гроша, но Альберто думает, что с ней можно что-то сделать. Как только они забирают сокровище, сундук начинает погружаться в землю. Альберто в замешательстве. Но Тао говорит, что все в порядке, потому что так и должно быть. Когда сокровища забирают, подземелье разрушается, и Альберто думает, что это какой-то механизм выживания или что-то в этом роде. Как будто сундук — это ядро подземелья или что-то в этом роде. Он пытается вытащить его из земли, потому что это выглядит интересно, но все подземелье рушится. Он хватает сундук, и они выпрыгивают наружу. Тао говорит, что была удивлена, что Альберто использовал Кай для боя, а не магию, ведь он маг. И она подумала, что он хотел доказать, что Кай — действенная техника, но это было не так. Он просто подумал, что это будет интересный эксперимент. И тут он понимает, что ему нужно бежать домой, потому что гримуар в беде и готовится к прыжку. Прежде чем он выпрыгивает, Тао размышляет о том, что произошло, и понимает, что Альберто быстро разобрался с техникой Кай-клинка. Она должна придумать что-то новое, чтобы привлечь его внимание и, возможно, сделать своим парнем. Альберто согласился, но когда он улетел, Тао поняла, что не взяла у него номер телефона, так что, скорее всего, они больше не увидятся. Альберто снимает заклинание иллюзии и снова становится Ллойдом. Он быстро летит через всю страну, возвращается в замок и ищет гримуар, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Но, черт возьми, он облажался. С тех пор, как Силфа поймала его, он вынужден тренироваться с мечом. Но поскольку он больше любит магию, его навыки владения мечом оставляют желать лучшего. Силфа решила, что Ллойд стал слишком мягким и увеличила интенсивность тренировок. Позже, когда гримуар приходит в себя, Ллойд показывает ему нож, который он нашел в подземелье. Гримуар не может поверить, что ему пришлось пройти через все это из-за какого-то дурацкого ножа. Ллойд снова извиняется, но говорит, что этот нож может чего-то стоить, потому что он особенный. Он опускает его в горячую воду и начинает отскребать, снимая с него магию. Оказывается, нож был обработан магической эссенцией. Это та же самая штука, которой обрабатывают оружие с заклинаниями. В случае с этим ножом заклинание называлось усиление. После того, как Ллойд соскреб все наклейки с заклинаниями, он бросает их в пробирку и перемешивает.
Избавившись от старых заклинаний, Ллойд пытается создать новые. Но проблема в том, что у него мало магической эссенции, а она очень редкая. Он не хочет тратить ее на эксперименты, поэтому у него есть план получше. Вместо того, чтобы использовать имеющуюся у него магическую эссенцию, он собирается проанализировать ее с помощью магии и научиться создавать свою собственную. Он произносит очищающее заклинание, которое превращает предметы в их основные элементы. Так он выясняет, что магическая эссенция состоит из масла, серебра и чего-то под названием гематит. Но даже гематит нелегко достать, потому что для этого нужно измельчить ядра монстров. Но у Ллойда есть способ, потому что он добыл одно из подземелья. Теперь он может сам делать гематит. Ему нужно только масло, серебро и куча оружия, чтобы проверить чары. Ллойд подходит к своему отцу и просит денег. Король просто достает мешочек с серебряными монетами и отдает их, потому что любит своего сына. Он немного удивлен, почему Ллойд хочет серебро, а не золото, но не задает вопросов. Ему интересно, на что Ллойд потратит эти деньги, и мы видим, как он расплавляет монеты с помощью гримуара. Позже Ллойд снова сражается с Сильвой и использует новые приемы, чтобы одержать верх. Он даже бежит на полной скорости, но Сильва все равно не отстает, поэтому он делает еще один шаг и использует магию, чтобы поднять землю. Пытается застать ее врасплох, но когда он нападает, Сильва просто исчезает. Но он не знает, что она прячется внутри созданной им земляной конструкции, и проигрывает. Сильва побеждает, но все равно отдает Ллойду масло, хотя по условиям сделки он должен был попасть в нее, чтобы получить его. Она говорит, что это нормально, потому что она рада, что его неудачная попытка в прошлый раз была случайностью. Ллойд благодарен ей и обещает показать, что у него получилось, когда закончит, но Сильва думает, что он говорит о готовке. Они возвращаются в его лабораторию, и Ллойд с Гримом смешивают масло с другими ингредиентами, чтобы получить сладкую эссенцию маны. Теперь им нужно только оружие, чтобы испытать чары. Поэтому Ллойд пошел к Альберту, чтобы попросить его помочь. У Альберта есть команда преданных рыцарей, и Ллойд надеется, что сможет убедить их позволить ему зачаровать их оружие. Альберт сказал им сделать это, и рыцари сразу же отдали ему свои мечи. Но в глубине души они не слишком уверены в способностях Ллойда, поэтому молча оплакивают свои потерянные мечи. Гримуар злится, потому что рыцари думают, что Ллойд все испортит, и он еще больше хочет сделать все правильно с первой попытки. Ллойд начинает работать над первым мечом, выкладываясь на полную и наполняя каждый дюйм чарами. Но, черт возьми, оказывается, обычная сталь не выдерживает такой нагрузки, и меч просто разлетается на куски. Он продолжает попытки, и мечи продолжают ломаться. Но в конце концов ему удается зачаровать несколько из них. На следующее утро Ллойд приходит к Альберту, чтобы похвастаться своим достижением. У Альберта отвисает челюсть, когда он видит, что из 120 мечей Ллойд зачаровал только 50. Даже он думал, что Ллойд испортит все мечи. Но осмотрев их, он поражается тому, что видит. Лучшие заклинатели добивались успеха только в 10% случаев, так что то, что у Ллойда получается в 40% случаев, просто невероятно. Один из стражников не верил, что Ллойд действительно может такое. Но когда он попытался вытащить свой меч из ножен, то понял, что тот слишком острый из-за чар Ллойда. Альберт рассматривал один из лучших мечей Ллойда, когда тот подошел и спросил, можно ли посмотреть на них в действии. Альберт пригласил его на охоту на монстров, в которой он должен был участвовать. Вскоре мы видим, как Ллойд идет с Альбертом, и, конечно же, рядом с ним Грим. Они добираются до леса, где охотятся на монстров. Но проклятого монстра там нет, он прохлаждается у ближайшего озера. Ллойд в восторге, потому что ему редко удается покинуть замок, и он очень хочет увидеть свои зачарованные мечи в действии. Альберт замечает, что Сильва всегда рядом с Ллойдом, и благодарит его за то, что он позволил ей пойти с ними. Альберт подшучивает над ней, намекая, что ее чувства к Ллойду могут быть слишком сильными, но Сильва быстро затыкает его, угрожая. В этот момент их окружает стая кобольдов. Но солдаты воспринимают это как разминку перед охотой на монстра. Ллойд притворяется испуганным. Но Грим прекрасно знает, что Ллойд уже давно почувствовал опасность. Тау научил его технике под названием «спектральное обнаружение». Сосредоточившись на своем дыхании, Ллойд теперь может постоянно чувствовать, что происходит вокруг. Грим наблюдает за своим хозяином и думает о том, что Ллойд всегда держит спектральное обнаружение и свой барьер активными. Ничто не застанет его врасплох. Грим говорит, что с каждым днем Ллойд становится все страшнее. Начинается бой, и все поражаются тому, насколько остры эти мечи. Они не просто рассекают монстров, они режут сталь, как масло. Солдаты в шоке, как дети, впервые взявшие в руки нож. Ллойд понимает, что его чары сработали как надо. Альберт соглашается с ним и говорит всем, что его младший брат – настоящий волшебник.
Сильфа тоже это подтверждает, стоя над кучей трупов монстров. Но Ллойд замечает, что он даже не зачаровал ее меч. В этот момент Кобольд пытается напасть на Ллойда, но Тау появляется из ниоткуда и убивает его. Ллойд чуть не выдает себя, обращаясь к ней, как к Альберту, но вовремя спохватывается. Тау замечает, что Ллойд использует дыхательные техники, но она пришла сюда, потому что почувствовала Альберта. Присмотревшись, она замечает, что Ллойд очень похож на Альберта. В этот момент Сильфа убивает еще одного монстра. Она благодарит Тау за помощь, но предупреждает, чтобы она не слишком сближалась с принцем Ллойдом. Тау говорит, что почувствовала приближение монстра и техники Кай не стоит недооценивать. Между ними нарастает напряжение, но Альберт вмешивается, чтобы успокоить их, и приглашает Тау присоединиться к ним. Той ночью Тау узнает, что Альберт принц. Она замечает сходство между Альбертом и Альберто, но не такое сильное, как между Альбертом и Ллойдом, которого она сейчас ищет. Ллойд прячется неподалеку и понимает, что Тао очень хорошо владеет Кай, поэтому она так чувствительна к нему. Он использовал спектральное обнаружение, и, вероятно, поэтому она его нашла. Ллойд решает зайти в свою палатку, но Сильфа уже проснулась, и они переодеваются. Ллойд говорит, что ему не нужна нянька, но Силха не согласна, потому что она видит, как Тао вьется вокруг него. Тао врывается в комнату, Силха называет ее идиоткой, а Тао в ответ обзывает Силху извращенкой. Они начинают ссориться, и Ллойд уходит. Альберт называет Ллойда бабником и говорит, что Силха сильно изменилась с тех пор, как начала заботиться о Ллойде. Она видит, что он повзрослел, но Альберт предупреждает, что с женщинами бывает очень сложно. В этот момент девушки замечают, что солдаты слишком пристально за ними наблюдают, вырубают их, и Ллойд слышит, что Альберт говорит ему что-то важное. Тао объясняет, что ее наняли прибраться в старом храме. Силфа говорит ей поторопиться. Они снова начинают спорить, но Альберт вмешивается и говорит, что Тао очень хорошо чувствует опасность. Он просит ее присмотреть за ними ночью, но она говорит, что в этом нет необходимости, потому что монстр уже здесь. Монстр — это чертов Беовульф, и Силва говорит Ллойду держаться поближе к ней. Зверь нападает, и Ллойд замечает, как быстро двигается Беовульф для своих размеров. Ллойд пытается поговорить с Гримом, но этот мелкий засранец отвлекается, потому что, кажется, узнал храм. Тау удается спасти нескольких солдат, но этот монстр не шутка. Альберт больше не играет, он достает свой меч. Он извиняется перед волком, но объясняет, что местные жители страдают из-за него. Альберт замахивается мечом, произносит какое-то заклинание и наносит мощный удар, который уничтожает монстра. Все в шоке, потому что он убил его одним ударом. Но Альберт сказал, что обычно он так не делает, благодаря тому, что Ллойд зачаровал его меч. Зачарование Ллойда на моем зачарованном мече сделало это возможным. Ллойд думает о том, что он добавил немного магии к мечу Альберта, но Грим даже не обращает на это внимания. Он очень взволнован и рассказывает о демоне, запечатанном в ближайшем святилище. И тут, откуда ни возьмись, все приходят в ужас, потому что чертов Беовульф каким-то образом все еще двигается. А в довершение всего из ниоткуда появляются еще монстры. И этот голос начинает говорить с нашей командой. Этот голос злится, потому что они убили одного из его приспешников. Оказывается, этот голос принадлежит демону по имени Пазузу, который находится внутри проклятого Беовульфа. Он представляется и клянется, что они заплатят своими жизнями. Затем он посылает своих приспешников атаковать. Расправиться с ними не проблема. Но проблема в том, что они мгновенно исцеляются. Тау приходит на помощь Альберту и выясняет, что демон управляет всеми этими приспешниками. Ллойд задается вопросом, дружит ли этот демон с Гримом, но это не так. Грим объясняет, что Пазузу может управлять своей маной, чтобы контролировать монстров. Он заставляет их думать, что он их босс, но на самом деле его мана действует как нити марионетки. Он даже может давать им больше маны через эти нити, поэтому они могут регенерировать. Грим становится серьезным и прямо предупреждает, что все станет по-настоящему плохо, если они не убьют Пазузу. Но Ллойду плевать, он просто хочет, чтобы Грим научил его управлять маной. Сильва теряет терпение и хочет, чтобы Тао что-нибудь сделал, но Тао отвечает, что Сильва тоже ничего не делает. Грим говорит Ллойду, что сейчас не время чему-то учиться, потому что остальные сражаются за свои жизни. Но Ллойд уверен, что с ними все будет в порядке, и настаивает, чтобы Грим научил его. Когда Пазузу наблюдает за дракой, он замечает, что хотя некоторые из его противников обладают навыками, большинство из них выживают только благодаря своему оружию. Затем он начинает оскорблять Ллойда, говоря, что тот убежал как испуганный маленький ребенок. Сильфа ничего этого не терпит и очень злится, так что Пазузу говорит ей, что для нее должно быть это настоящая заноза в заднице, заботиться о таком бесполезном куске плоти, как Ллойд.
Это выводит Сильву из себя, и Тао пугается до смерти, когда видит ее. Сильфа извиняется перед Ллойдом, но ему на это наплевать, потому что он все еще занят изучением этого дерьма. Пазузу продолжает нести чушь. Но Сильфа отвечает тем же. Она говорит, что все миньоны пахнут дерьмом, а у Пазузу изо рта пахнет еще хуже. Она решила, что Пазузу портит свежий воздух Ллойда, так что она должна покончить с его жалкой задницей. Сильфа небрежно достает свой меч, но Пазузу объясняет, что у них нет ни единого шанса уйти живыми. Он продолжает подпитывать миньонов маной, так что они будут бесконечно восстанавливаться. У демонов неограниченный запас маны, так что он тоже не иссякает. Пазузу думает, что заставил Сильфа плакать, но она прямо говорит ему, что это из-за его проклятого дыхания. Именно в этот момент Альберт начинает волноваться, когда демон начинает преследовать ее, но с ней все более чем в порядке, потому что она отрубает монстру все ноги. Она предлагает ему избавиться от комка шерсти, которым он управляет, и предупреждает, что он проиграет еще быстрее, если этого не сделает. Вдруг все замечают, что миньоны больше не двигаются, а их регенерация замедлилась. Это потому, что демоны сосредоточились на восстановлении своего Беовульфа, и это их шанс победить. Альберт говорит Сильфе, чтобы она продолжала атаковать демона. Она готовится сделать это, но Пазузу считает их глупыми. Грим неподалеку заканчивает учить Ллойда. Он объясняет, что Пазузу должен быть настоящим мастером в преобразовании маны, потому что это не так просто даже для могущественного демона. Грим пытается показать ему, как управлять маной, начиная с придания ей цвета. Затем идет формирование и добавление запахов. Даже Гриму это дается с трудом. Но он в шоке, когда Ллойд показывает, что уже превратил свою ману в цветок и добавил запах. Грим не может поверить, что он сделал это так идеально, и они оба наслаждаются ароматом. Тем временем Пазузу терпит поражение, потому что Сильфа его избивает. Он не может понять, почему она не дает ему возможности атаковать, и удивляется, как такая, как она, может быть просто няней. Сильфа берет меч одного из солдат и восхищается им, потому что он был зачарован Ллойдом. Пазузу заинтересовался ею из-за ее одержимости Ллойдом, поэтому он прямо говорит, что хочет его препарировать. Демон демонстрирует свою невероятную скорость, но продолжает оскорблять Ллойда, что еще больше злит Сильфу. Этот чертов демон пожирает ее и оскорбляет за то, что она глупая человеческая девчонка, которая повелась на его уловки. Но черт возьми, он в шоке, когда Сильфа все еще жива. Она разрезает тело волка-медведя пополам. Она говорит, что это семейное боевое искусство, и делает еще один выпад, который называется «воробей в полете». Она отрубает монстру голову. Пазузу пытается возразить, что она всего лишь служанка. Но, черт возьми, это совсем не так. Сильфа делает еще один выпад, чтобы окончательно уничтожить волка и показать демона. Все поражены ее силой. Ллойд понимает, что именно так выглядит Сильва, когда она серьезна. Он восхищается ею и запоминает этот момент, направляя свою ману на нее. Сильфе противно думать о том, что демон пытался навредить Ллойду, поэтому она говорит, что единственное, к чему он может прикасаться, это ее чертов клинок. Сильфа говорит демону, что пора заключить мир, но черт возьми, она потрясена, когда он начинает двигаться. Остальные члены команды добивают приспешников, но Альберт знает, что это еще не конец. У них есть запасная Сильва, без сомнений. И вот так все падают от зловония демона, включая Сильву. Пазузу в ярости, потому что он создавал этих кукол больше века. Он обвиняет Сильву в том, что она разрушила его план, и его атака сбивает ее с ног и отправляет в реку. Альберт хочет помочь ей, но быстро теряет силы. Пазузу говорит, что это его миазмы господства, и любой, кто вдохнет эту дрянь, попадет в его лапы. Сильфа говорит, что поэтому так воняет, и Пазузу злится еще больше, потому что она не перестает его оскорблять. Он пытается напасть на Сильву, но та встает и блокирует его. Сильва пытается сказать, что с ней все в порядке, но ясно, что это не так. Она пытается сохранять спокойствие и говорит Тао, чтобы та убегала, но сама не может сдвинуться с места и падает. Пазузу впечатлен тем, что Сильфа приняла на себя больше его миазмов, чем кто-либо другой, и все равно бросила ему вызов. Даже монстры, которыми он управлял, пали менее чем за 30 секунд. Но больше всего его заинтриговало то, что Тао не под его контролем. Тао отталкивает его, но в итоге оказывается в плену. Пазузу думает, что она использует какую-то дыхательную технику, чтобы противостоять его миазмам. Он прав, но у Тао начинаются проблемы с дыханием, и все идет наперекосяк. Пазузу замечает, что она могла бы просто убежать, но эта чудачка решила остаться, потому что хочет быть его приспешницей. Тао снова отталкивает демона и говорит, что ждет Ху Тао. Она больше не будет с ним возиться, поэтому на этот раз использует невероятно мощную атаку. Она понимает, что слишком разозлилась и применила слишком сильную технику.
Тао пытается сосредоточиться на том, чтобы восстановить дыхание, прежде чем демон нанесет ответный удар, но у нее еще большие проблемы, потому что на нее нападает одна из марионеток. Она в шоке от того, что эти придурки уже восстановились, и демон спрашивает, о каком таком Хутао она говорит. Пазузу надоело болтать, и он выпускает свою миазму максимального доминирования. Он думает, что Тао должна быть под его контролем, но Тао понимает кое-что еще. Тот красавчик, о котором она говорила, намного ближе, чем она думала. Она все еще чувствует его сквозь миазму Пазузу, и это дает ей надежду. Пазузу все еще не понимает, о ком говорит Тао, поэтому она прямо говорит, что самый горячий парень придет и разнесет его в пух и прах. Но черт возьми, время вышло, и кукла-монстр просто проглотила ее. Затем Пазузу переключает внимание на Силфу, потому что думает, что она станет отличным дополнением к его приспешникам. Он знает, что контролировать ее будет непросто, но ее сила того стоит. Пазузу собирается обрушить на нее тонну миазмов, и Ллойд понимает, что именно так он управлял волками-медведями. Пазузу самодовольно хвастается, что убил их родителей и заменил их в сознании щенка своими миазмами. Он похлопывает себя по спине и говорит, что никто не сможет противостоять его власти. Ллойд сохраняет спокойствие и говорит, что Пазузу — полное дерьмо. Пазузу в шоке, когда наконец понимает, что Ллойд каким-то образом передвигается в его миазмах. Он требует объяснить, как это возможно, но Ллойд понятия не имеет. Еще больше Пазузу шокирует тот факт, что Грим — демон. Он не может понять, почему демон защищает человека, и начинает оскорблять Грима за то, что тот выглядит мило. Пазузу называет его позором для демонов, но Грим все равно пытается дать Пазузу совет как собрат-демон. Грим останавливается, потому что все оскорбления только разжигают в нем желание разорвать Пазузу на куски. Пазузу посылает своих жутких демонов в атаку, но Ллойд просто хочет проверить свою новую способность к трансмутации. Но монстров слишком много, поэтому Грим говорит Ллойду, что ему придется потратить много маны. Ллойд вычисляет нужное количество, и Грим поражен, потому что ему всегда было трудно контролировать свою ману. Ллойд представляет что-то нежное и теплое, и Пазузу в шоке, когда Ллойд без труда снимает с волков-медведей его контроль. Грим называет их всех слабаками, но Ллойд говорит, что даже на него могла бы повлиять его мана. Ллойд заставил одного из медведей-волков выплюнуть Тао, и он рад, что с ней все в порядке. Пазузу все еще не верит в это, потому что Ллойд мгновенно превратил всю свою ману в поле цветов, и Пазузу думает, что Ллойд должно быть чертовски крутой волшебник. Пазузу пытается снова контролировать своих приспешников, но Грим говорит, что уже слишком поздно. Медведи-волки вспомнили, что они гордые монстры, а Пазузу убил их родителей. Злые медведи-волки нападают на Пазузу, и Ллойд в шоке от того, как они действуют сообща. Они очень сильны, и марионетки даже близко не могут сравниться с ними. Пазузу хочет показать, что он все еще крутой демон, и наказывает медведей-волков за то, что они напали на него. Ему плевать, что он убил их родителей, и он оскорбляет их, называя паршивыми дворнягами. Пазузу очень расстроен и говорит, что это происходит, когда кто-то бросает ему вызов. Он объясняет, что неважно, какие заклинания использует Ллойд, они ничего не сделают против демона. Ллойд вспоминает, что Грим говорил то же самое. Демонов нельзя уничтожить магией. И Грим объясняет, что такого никогда раньше не случалось. Затем Пазузу заявляет, что покажет им свою истинную силу, ведь он больше не питает своих приспешников маной. Ллойд даже не слушает его, потому что он просто хочет узнать, почему магия может уничтожать демонов. Он думает, что демоны должны быть очень сильными, чтобы их полностью уничтожить, но это еще больше заводит этого сумасшедшего парня, и он хочет узнать, что для этого нужно. Пазузу приходит в ярость, когда видит темную силу, исходящую от тела Ллойда, и Грим объясняет, что именно поэтому магия Пазузу не действует на Ллойда. Однажды Ллойд решил скрыть свою силу, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, и постоянно сдерживать ее. Это очень тяжело. Грим говорит Пазузу, что его магии никогда не хватит, чтобы даже приблизиться к Ллойду. Пазузу и Грим могут быть демонами, но они ни черта не могут сделать своей магией, чтобы сравниться с силой Ллойда. Ллойд, как всегда, в восторге, потому что теперь у него есть демон, на котором можно испытать все заклинания, которые он хотел попробовать. Считается, что демонов нельзя уничтожить магией, поэтому Ллойд может использовать все свои силы без ограничений. Пазузу дрожит от страха, пытаясь понять, откуда у Ллойда столько чертовой магии. Он думает, что попал в какой-то кошмар и потрясен, когда Ллойд пытается запереть его в барьере. Пазузу становится чертовски страшно, когда он понимает, что для Ллойда это даже не бой, а просто развлечение. Он обращается с ним как с лабораторной крысой, пытаясь его запереть. Пазузу пытается убежать, и Грим его не винит, потому что сам бы так поступил. Ллойду очень нравится использовать часть своей силы, но Пазузу спасается бегством.
уворачиваясь от барьеров, которые ставит Ллойд. Пазузу едва выживает, поэтому умоляет Ллойда прекратить. Грим с восхищением наблюдает за ним, гадая, сколько заклинаний этот парень может использовать одновременно. Ллойд говорит, что может использовать около 20, но когда он объединяется с Гримом, они могут использовать еще больше. Пазузу становится все труднее уворачиваться от препятствий, и он не понимает, как, черт возьми, Ллойд так быстро произносит заклинания. Пазузу хвалит себя за то, что так долго уворачивался, но это ненадолго, потому что Ллойд произносит пространственное заклинание под названием «Пространственная ловушка». Ллойд говорит, что теперь он в его власти, и Пазузу умоляет психованного колдуна отпустить его. Но Ллойд непреклонен и напоминает, что Пазузу сделал много плохого медведям-волкам. Он не только убил их родителей, но и проводил на них разные эксперименты с химерами. Пазузу требует, чтобы его отпустили, утверждая, что он – демон, которому суждено править всем миром. Но это не прокатывает, и Пазузу пытается подлизаться к Ллойду, обещая, что повысит его статус, когда придет к власти. Но и это не работает, и Пазузу умоляет Ллойда успокоиться. Он никогда не сталкивался с магией такого могущественного человека, как Ллойд, и боится, что может умереть. Ллойд давно перестал слушать этого парня, потому что теперь тот произносит какое-то безумное заклинание. Пазузу продолжает молить о пощаде, но уже слишком поздно, потому что магия уже действует. Ллойд понимает, что сейчас он произносит около 240 заклинаний в минуту. Ллойда поражает красота происходящего, и он решает продолжать еще 30 минут. Но не проходит и 5 минут, как Ллойд начинает беспокоиться, что демон уже на 6 футов под землей. Грим объясняет, что магия действует на демонов так же, как раздражающие звуки, и свет действует на людей, но черт возьми, Ллойд выложился на полную с магией против Пазузу, и это сильно его подкосило. Пазузу сейчас в отчаянии, он вспоминает, как потратил целое столетие на то, чтобы вырастить этих монстров. Он должен был стать правителем мира, но какой-то мальчишка, который хотел провести над ним эксперимент, все разрушил. Ллойду на это наплевать, и это только усугубляет положение Пазузу. А потом, откуда ни возьмись, Ллойд с удивлением видит, что все уже просыпаются. Он не может позволить, чтобы кто-то узнал о его безумной силе, поэтому он придумывает оправдание. Грим говорит Пазузу, что люди не хотят видеть лидеров, которые жалуются на свои проблемы. Они скорее будут веселиться с тем, кто наслаждается жизнью. Ллойд всегда делает то, что хочет и когда хочет. Наверное, поэтому люди тянутся к нему. Грим не забывает, что он крутой парень, и объясняет, что он не такой, как те, кто следует за Ллойдом. Он просто копит силы, чтобы однажды отомстить Ллойду. Поэтому Пазузу решает доверить Гриму свои планы по захвату мира. Гриму это нравится, и он рад, что мана Пазузу помогает ему немного восстановиться. Ллойд придумывает оправдание и говорит всем, что какой-то чувак по имени Альберто пришел, чтобы победить демона и спасти их жалкие задницы. Тао слышит это и задается вопросом, где, черт возьми, Альберто? Чуть позже весь город устраивает вечеринку в честь возвращения принца-победителя Альберто. Они думают, что Ллойд милый парень, но он не сравнится с великим Альбертом, и это бесит Сильфу. Во дворце король доволен Альбертом и спрашивает, где те двое авантюристов, которые им помогли. Альберт объясняет, что Альберта даже не видели. Но давайте вернемся к Тао. Она заподозрила неладное, когда поняла, что на ней пончо Ллойда, поэтому Ллойд просто обманом заставил ее уйти, сказав, что Альберта где-то рядом. Король заинтересовался этим Альберто. Но Альберта шокирует то, что Ллойд больше всех отличился на охоте. Они выжили только благодаря зачарованному оружию Ллойда, поэтому Альберт считает, что Ллойд должен быть наследником престола. Все в комнате не могут в это поверить, но Альберт думает, что Ллойд идеально подходит на роль короля. Король говорит, что если Ллойд будет участвовать в соревновании, то это создаст еще одного соперника для Альберта. Но Альберт считает, что трон должен достаться тому, кто этого больше заслуживает, даже если это не он. Он сомневается в любом решении, которое исключает Ллойда только потому, что он молод. Но Альберт ясно дает понять, что не собирается уступать. Король в восторге от такого поворота событий и спрашивает Ллойда, хочет ли он участвовать в соревновании. Он хочет знать, присоединится ли Ллойд к своим братьям в борьбе за трон. Все в восторге от этого эпического момента, но Ллойд спокойно отказывается. Снаружи маленький придурок бегает вокруг, как ребенок, и объясняет, что один из медведей-волков пошел за ними домой. Ллойд считает его чертовски милым и пушистым, и это вызывает ревность у Грима, потому что он не получает такой же реакции. Грим надувается и небрежно вмешивается в разговор. Сильва приходит посмотреть, как сильно медведю-волку нравится Ллойд, и Ллойд прячет Грима в его шерсти. Он даже дал ему имя Шира и хочет научить его разным вещам. Сильфа объясняет, что обычно сложными командами управляют укротители монстров. Поэтому Ллойд начинает думать о том, чтобы использовать свою ману для управления монстрами, как это делают они.
Грим поражен тем, что Ллойд отказался от предложения стать королем, как будто это ничего не значит. Ллойд всегда был без ума от магии, он настоящий фанат, король, наблюдающий за ними, думает, что Ллойд отказался, потому что он скромный. Но Альберт не верит в это, он считает, что быть королем – слишком маленькая роль для Ллойда. Король соглашается и с нетерпением ждет, что же будет дальше. Позже мы узнаем, что Ллойд учит своего волка базовым командам. Широ быстро их запоминает, но более сложные команды даются ему труднее. Ллойд пытается написать заклинание для управления маной. Но это только сбивает бедное животное с толку. Они решают обратиться за помощью к эксперту по монстрам и направляются в башню принцессы Али в ее саду. Грим в шоке от такого количества монстров, а Ллойд объясняет, что Али его сестра, шестая принцесса Салуна. Она обожает животных, и я говорю не только о кошках и собаках, она любит всех животных, даже монстров. Тут появляется Алиса и начинает обнимать Ллойда. Но для него это слишком, и он теряет сознание. Ее горничная ругает ее за то, что она переборщила. Но Алиса ничего не может с собой поделать. Ллойда впечатляет, что Алиса вырастила Беовульфа, но она кажется немного сумасшедшая, и Сильфа начинает сомневаться, что она сможет им помочь. Ллойд готов дать ей шанс, поэтому предлагает посмотреть на одного из ее монстров. И черт возьми, он в шоке, когда она говорит, что уже вызывала меньшего по уровню Фенрира по имени Луру. У Ллойда снова отвисает челюсть, потому что это Беовульф более высокого уровня. Ллойд не может поверить, что этот монстр смог проскользнуть мимо его системы обнаружения. Но что еще более странно, так это то, что он понятия не имеет, когда Элис отдала приказ. Фенрир подкрался к ним сзади и даже сорвал повязку с головы Силфы. Очевидно, Элис отдала ему сложный приказ, не подавая никаких знаков. Это приводит Ллойда в восторг, и он практически умоляет Элис научить его общаться с Широ. Элис уверенно объясняет, что это будет нелегко, но Ллойд предпочитает, когда все не так просто. Элис соглашается научить его, но шокирует всех, когда говорит, что ключ к общению с животными – это любовь. Она утверждает, что любовь поможет ему понять любого монстра, и доказывает это, когда животные в ее башне начинают обниматься с ней. Эрис считает, что учиться у Элис бессмысленно, потому что у нее просто природный талант. Но Элис настаивает, что научиться может каждый. Она демонстрирует еще раз, но на этот раз животные не сдерживаются и ошеломляют всех. Силфа в шоке, когда видит, что Ллойда действительно интересует любовь, и начинает представлять, как он просит ее научить его большему. Но на самом деле Ллойд понимает, что пытался отдавать приказы Широ, в то время как его сестра не отдает никаких приказов своим животным. Вместо этого она делится с ними своей волей. Когда она говорит с ними, Ллойд замечает, что ее мана исходит не из рук, а прямо из головы. Это значит, что она может подсознательно общаться с животными с помощью маны и показывать им, чего она хочет. Ллойд решает не использовать приказы и вместо этого пытается мысленно передать свое желание. И черт возьми, все просто в шоке, когда Широ действительно делает то, чему Ллойд пытался его научить. Ллойд радуется вместе с Широ. Эрис говорит, что он должно быть чертовски талантлив. Техника, которую он использовал, это именно то, как укротители монстров передают свою волю. Софа тоже впечатлена. Но немного расстроена, потому что все пошло не так, как она ожидала. Элли тоже не очень довольна, потому что это должно было быть любовью, а не сложностями при передаче информации. Но Ллойд объясняет, что любовь действительно играет важную роль в этой технике. Он рассказывает еще больше подробностей, и это заставляет всех влюбиться в него по уши. Ллойд рад, что наконец-то понял, как общаться с монстрами, а Силфа сказала, что пора ему приложить столько же усилий к тренировкам с мечом. К счастью для Ллойда, появляется Альберт, потому что ему нужно поговорить с мальчиком. Они спорят о том, кто заберет Ллойда, и Альберт объясняет, что хочет познакомить его со своим старшим братом, четвертым принцем по имени Даян. Даян слышал, что Ллойд зачаровал меч Альберта, но он был удивлен, когда сказал, что с трудом в это верит, поэтому хочет проверить, правда ли это. Альберт рассказывает, что Даян изучал кузнечное дело в Бартраме, поэтому он интересуется зачарованием. Но Даян заканчивает разговор и говорит, что у него все готово, чтобы проверить зачаровывающие способности Ллойда. Когда Ллойд начинает процесс, Даян сомневается, что у него получится. Чары — это уже продвинутый навык, но то, что Ллойд пытается применить их к зачарованному мечу, как у Альберта, это просто безумие. Это намного превосходит то, что они могли сделать в Бартраме. Диана говорит, что ему придется преподать Ллойду урок за ложь, но он просто в шоке, когда Ллойд заканчивает. Альберт не винит Диану за свою реакцию, потому что даже новичок может сказать, что техника Ллойда уникальна. Диана потеряла дар речи, гадая, какую гравировку на мече придумал Ллойд. Он сделал его прочнее, эластичнее, самоочищающимся и даже самовосстанавливающимся.
Скептицизм Дианы сменяется восторгом, когда он понимает, что Ллойд может помочь ему осуществить его самую большую мечту — создать идеальный зачарованный меч. Обычное зачарованное оружие не сравнится с тем, что он задумал. Диана хочет, чтобы они нанесли чары на меч, пока он будет коваться. Так они смогут использовать более продвинутую магию, чем обычно. Они смогут создать супероружие, которое смогут сделать только чародей и кузнец, работая вместе. Диана рассказывает, что в детстве он всегда увлекался магией, но у него не было к ней таланта. Но зачарованные мечи — это круто, потому что ими может пользоваться любой, и они могут творить крутые магические штуки. Его цель — превратить их страну в место, где каждый сможет использовать магию, владея зачарованным мечом. Ллойда это не слишком волнует. Но ему чертовски интересен процесс создания. Поэтому Ллойд соглашается помочь, и Диана объясняет, что хочет сделать меч, который стреляет огнем при взмахе. Ллойд предлагает использовать для этого чары под названием «Пиланс в Кайнсе». Проблема в том, что для создания зачарованного меча нужно 14 ингредиентов, но заклинание может удержать только 5. Ллойд решил сократить количество ингредиентов до 2. Он смешивает их и готовится нанести на сталь, которую принесла Диана. Но, черт возьми, они оба в шоке, когда от одного прикосновения сталь рассыпается в пыль. Ллойд пытается придумать решение, но сталь все равно ломается. Ллойд чувствует себя виноватым, потому что потратил много маны, но не может понять, что пошло не так. Грим что-то говорит о мане и напоминает Ллойду. Диана говорит ему продолжать, потому что у него все равно много дешевой маны. Ллойд очищает ману и обнаруживает, что в ней почти нет гематита. Для создания зачарованного меча нужна высокая концентрация гематита. Но эта мана получена из ядер монстров. А это редкое дерьмо. У Дианы ничего нет, поэтому Ллойд понимает, что ему придется снова отправиться в подземелье и поохотиться на монстров. И тут Сильва сама предлагает им пойти в подземелье. Ллойд говорит, что принцам вроде него туда нельзя, но Сильва объясняет, что король передумал после того случая с монстрами. Теперь он считает, что Ллойду нужно расширить свой кругозор и увидеть картину в целом. Так что они идут в гильдию искателей приключений, чтобы начать свое путешествие. Ллойд зарегистрировался как искатель приключений, и администратор Катарина попросила его заполнить несколько документов. Затем ему нужно прикоснуться к хрустальному шару, который определит его силу и ранг искателя приключений. Ллойду не привыкать к хрустальным шарам, потому что он пользовался ими, когда был директором магической академии в прошлой жизни. Но сейчас все по-другому. Он чертовски уверен, что если высвободит всю свою силу, то хрустальный шар взорвется и привлечет слишком много внимания, поэтому он изо всех сил старается подавить свою магию, даже больше, чем обычно. Он сжимает ее до размеров крошечной блохи. Наконец, когда он касается хрустального шара, над ним смеются, потому что его общий рейтинг Е, Катарина, конечно, не смеется. Но она в шоке, когда видит, что у Ллойда магический рейтинг А. Это уровень опытного волшебника, что разочаровывает Ллойда, ведь он думал, что сжал свою магию до 1%. Катарина объявляет, что Ллойд — самый многообещающий новичок-авантюрист со времен чертового серебряного клинка. Но другие авантюристы недовольны. Они злятся, когда она сравнивает их. Легендарный серебряный клинок разрушил бесчисленное количество подземелий, как чертов демон, а потом исчез без следа. Они думают, что такую легенду, как она, нельзя упоминать в одном предложении с каким-то неудачником с рейтингом Е. Сильфа объясняет, что им нужен квест в подземелье. Но для этого нужен хотя бы один авантюрист с рейтингом В. Сильфа решает зарегистрироваться заново. Но этот парень думает, что она должна пойти с ним. После того, как Сильфа немного поучает его, Катарина говорит, что он выбрал не ту девушку, потому что Сильва — это и есть чертов легендарный серебряный клинок. Катарина объясняет, что регистрация заново означает понижение на 2 ранга, до С. Так что это не сработает. Тут появляется Тао, готовый помочь. Сильва даже не обращает на нее внимания и говорит, что они просто пойдут домой, но Тао настаивает на том, чтобы помочь, и рассказывает, что она прошла через множество подземелий в поисках Альберта. Она побывала во всех и стала достаточно сильной, чтобы попасть в рейтинг. Теперь она предлагает свою помощь в обмен на свидание с Альбертом. Катарина предлагает пройти подземелье вместе. Сильва забирает плащ Ллойда. Ллойда поражает легендарное прошлое Сильвы. Она рассказывает, что это случилось, когда она была маленькой. Самое яркое ее воспоминание — это неудачная попытка победить опасных врагов, гильдию убийц. Так что эта троица отправляется в подземелье. Там они находят сундук. Вернувшись в кузницу, Альберт идет к Диане. Диана говорит, что Ллойду понадобится еще пара дней, чтобы принести нужные материалы. Но Альберт беспокоится, что это займет слишком много времени. Тогда Диана понимает, что скоро начнется война. Она говорит Альберту, что нужно подождать еще немного. Когда Ллойд вернется, они смогут массово производить зачарованное оружие и использовать его в бою.
Альберт говорит, что им не стоит волноваться, потому что он собрал их всех вместе, чтобы они снова стали как братья. Он надеется, что однажды их оружие защитит королевство, и призывает их не сдаваться. В этот момент Диана говорит, что они скоро придут, потому что Ллойд вернулся с монстрами. Когда они выковывают меч, Диана понимает, что Ллойд настоящий гений. Альберт уже это понял, потому что считает, что Ллойд может все. Это становится еще очевиднее, когда Диана проверяет зачарованный меч, который они сделали, и он поражает всех своей магической силой. Ллойд понимает, что, возможно, переборщил с мечом, поэтому в будущем ему придется быть осторожнее. Меч, сделанный братьями, назвали Диллард. В ту ночь Ллойд наконец-то смог немного отдохнуть. Он понимает, что Альберт был очень занят и задается вопросом, не грядет ли что-то серьезное. В этот момент Ллойд чувствует что-то странное в саду. Это странное ощущение, будто в пространстве образовалась дыра. Даже Широ, который обычно все замечает, ничего не заметил. Ллойд задается вопросом, что же это может быть? И тут мы видим, как за забором прячется таинственная фигура. Теперь, когда Ллойд разглядел ее, он спускается во двор, чтобы встретить незваную гостью. Она понимает, что ее поймали, и пытается быстро убежать. Но Ллойд уже поставил барьер. Теперь ей ни за что не сбежать. Он хочет немного поговорить с ней, потому что технически она нарушительница. Но тут убийца снимает маску и оказывается девушкой с очень странным выбором одежды. Она заранее извиняется, потому что не хотела нападать на ребенка. Но у нее нет выбора, учитывая ситуацию. У Ллойда начинает кружиться голова, и он почему-то чувствует запах цветов. Он понимает, что, скорее всего, его отравили. Он пытается использовать очищающее заклинание, но девушка говорит ему, что это бесполезно, потому что ничто не может очистить ее яд, и Ллойд падает без сознания от действия яда. Хотя он отравлен и вот-вот умрет, Ллойд спокойно думает о том, что обычно очищение может нейтрализовать любой яд. Но если это не сработало сейчас, значит этот яд какой-то неизвестный, и это значит, что девушка меняет свойства своего яда с помощью маны. Некоторые люди рождаются с разными видами маны, и те, у кого есть опасные свойства, называются проклятыми. Девушка подтверждает подозрение Ллойда, что она проклята с рождения и распространяет яд повсюду, куда бы ни пошла. Поэтому люди называют ее Рен, ядовитая моль. Рен подходит к барьеру и ослабляет его ядом, прежде чем прорваться. Ллойд впечатлен, что ей удалось пробить барьер, который он создал. Перед тем, как уйти, Рен говорит Ллойду, что она использовала лишь немного яда, так что он, скорее всего, не умрет. Но он будет чертовски страдать около 3 дней. Но это не ее проблема, поэтому она уходит. Как только она уходит, Ллойд начинает говорить о том, какая она ловкая. Но Гриму не кажется, что сейчас подходящее время для восхищения, потому что Ллойд все еще отравлен, но Ллойд говорит, что не стоит волноваться. Потому что он активно использует заклинание исцеляющего дыхания, чтобы вылечиться. Возможно, оно не настолько сильное, чтобы полностью очистить яд, но оно постепенно выводит его из организма. Так что он больше не чувствует его действия. Если это так, и Ллойд мог двигаться все это время, Грим спрашивает, почему он не пошел за Рен, когда она убегала. Но Ллойд решил, что будет умнее позволить ей уйти и в конечном итоге привести его к своему убежищу. Ллойд слышал о гильдии убийц от Силфы, и она упомянула, что у них 6 членов с огромными наградами за их головы. Больше всего Ллойда радует то, что у всех них есть особые способности. Ему не терпится узнать, в чем они заключаются. Он использует свою ману, чтобы отследить Рен, и видит, что она сейчас бежит по городу. Но Грим удивляется, как, черт возьми, Ллойд вообще может ее найти, если она практически невидима. Ллойд объясняет, что Рен, скорее всего, прячется, создавая пространственную дыру, чтобы скрыть свое присутствие. Но как только ты это понимаешь, тебе просто нужно искать места, где ничего не чувствуешь. Ллойд берет Грима с собой, чтобы найти Рен. Тем временем в гильдии убийц Рен рассказывает остальным о том, что произошло в замке. Но один из членов гильдии не может понять, почему она не попыталась убить его, когда он поймал ее. Рен не хотела убивать ребенка без причины, и кроме того, ей удалось получить всю необходимую информацию о массовом производстве заколдованных мечей в замке. Они знали, что скоро может начаться война. Парень перебивает Рен и говорит, что она не должна вести себя как их лидер Джейд, потому что его больше нет. Рен не хочет этого признавать, потому что все еще верит, что Джейд однажды вернется. Но их спор прерывает другой член гильдии, который говорит им прекратить ерунду, потому что у них есть более серьезные проблемы. Кто-то следит за ними. Ллойд понимает, что его раскрыли, поэтому отменяет заклинание невидимости и медленно спускается на землю. Убийцы потрясены, увидев, что за ними шпионит 7-й принц. Ходят слухи, что он не производит впечатления, но на самом деле у него огромная сила и амбиции. Но теперь, когда он увидел их убежище, они не могут просто так его отпустить.
Услышав, что они собираются напасть на него, Ллойд убирает свой барьер, и это кажется худшим решением в данной ситуации. Но у Ллойда есть чертовски безумная причина для этого. Он хочет, чтобы они бросили в него все, что у них есть. И он готов принять это, чтобы испытать все их уникальные способности. Ллойд изучает стиль боя Тао, чтобы отточить свою защиту, и он бросает вызов всей команде. Первым идет зеленоволосый парень, который бросается на Ллойда, пытаясь ударить его ногой, но Ллойд блокирует удар. Затем парень снова бросается на него и начинает выполнять сумасшедшие сальто и удары ногами. Но Ллойду это не нравится, потому что он блокирует их с помощью железной защиты Тао. Теперь Ллойд думает: черт, этот парень слишком самоуверен. И этот парень представляется как Вавилон, проклятый искажением, и он самый сильный из всех даже с помощью магии. Ллойду это интересно, но он отвлекается и получает удар от ворона. Проклятого, и когда ворон говорит ему упасть, Ллойд чувствует, как его силой прижимает к земле. Тем временем этот здоровяк Галилей пытается его повалить, но Ллойд не собирается сдаваться. Он использует заклинание усиления физических способностей, чтобы преодолеть давление, и в процессе уклоняется от атаки Галилея как настоящий профи. Но когда он приземляется ему на плечи, то прилипает, потому что у Галилея есть особая способность создавать липкую субстанцию по всему телу. Ллойд пытается вырваться из этой липкой ситуации. Ну, он такой: да пошло оно все, и решает избавиться от одежды ради свободы. И это работает, но теперь он ходит без штанов, чтобы было интереснее. Пока он летит, он вспоминает все безумные уроки, которые получил. От проклятой речи вороны до липкой паутины Галилео. Но есть еще один человек, которого он не видел. Наконец, она вмешивается и бьет Ллойда какой-то прочной тканью. Она считает Ллойда милым, особенно когда он полуголый, поэтому хочет научить его страху и стыду. Она хочет, чтобы он боялся, поэтому наносит себе удар в ногу, и Ллойд чувствует ту же самую рану. Ее зовут Талия, проклятая болью, и это значит, что любая рана, которую она получает, передается ее цели. Даже с проткнутой ногой Ллойд чувствует себя счастливее, потому что он многому учится в этой безумной битве. Талия снова пытается ударить его, но Ллойд отпрыгивает и убегает как чемпион, поэтому она собирает свою команду, и они снова готовятся напасть на него. Талия смотрит на Ллойда и спрашивает, боится ли он, но сейчас страх — это последнее, о чем думает Ллойд, потому что он в полном восторге. Он исцеляет рану на ноге. Талия удивлена, что он так быстро выучил исцеляющее заклинание. Ллойд встает и усиливает силу ткани в своих руках, пока она не превращается в два меча, и, взяв оружие, начинает подражать стилю боя Сильвы. Галилей немного паникует, потому что стойка Ллойда очень похожа на стойку того авантюриста, который избил его много лет назад. Ллойд бросается вперед, и все они чувствуют страх, какого никогда раньше не испытывали. Поэтому они пытаются увернуться, а Вавилон пытается сбежать. Он задается вопросом, откуда, черт возьми, Ллойд научился боевым искусствам и владению мечом. Но Ллойд появляется позади него и сбивает его с ног. Он хочет посмотреть, как Вавилон справляется с ударами. Он спрыгивает с крыши и сбивает его с ног, и кажется, что Вавилон расслабляется в момент удара, становясь мягким, как резина. Кроу и Галилей одновременно пытаются напасть на Ллойда. Кроу говорит ему, чтобы он свалил, но Ллойд уворачивается, и слова попадают в Галилея, отбрасывая его назад к Талии. Двое других не могут сражаться, и Ллойду хочется посмотреть, как Кроу справится с нападением. Он поворачивается, чтобы ударить Кроу. Кроу пытается сказать «стоп», но не успевает договорить. Хотя Кроу не закончил фразу, это все равно замедляет Ллойда. Ллойду интересно, какие условия нужны, чтобы активировать его проклятую речь. Увидев, как его друга так сильно избили, Галилей злится и пытается напасть на Ллойда. Но его паутина прилипла к одежде Талии. Происходит чертова ошибка гардероба. Талия стоит там голая. Ллойду плевать, и он сразу же нападает на нее. Талии приходится достать меч, чтобы защититься. Она предупреждает Ллойда, что если он причинит ей вред, то и сам пострадает. Она говорит ему, что сейчас нападать на нее глупо, и надеется, что они остановятся, чтобы она могла одеться. Но ее предупреждение только разодоривает этого сумасшедшего извращенца, и он швыряет ее в стену с такой силой, что у нее явно сломан позвоночник. То же самое происходит с Ллойдом, но он все еще в восторге, несмотря на серьезные повреждения внутренних органов. Пока Ллойд беззащитен, Галилей хватает его за руки и не дает вырваться, используя свою липкую паутину. К сожалению, Галилей забыл, что Ллойд может просто выскользнуть из его хватки, и как только он освобождается, Ллойд использует один из приемов Тао, чтобы отбросить Галилея в сторону.
Теперь Рен по-настоящему боится Ллойда, но она единственная, с кем он еще не дрался, поэтому Ллойд говорит, что придет за ней. Но прежде чем он успевает напасть, Галилей встает между ними и говорит, что Рен плохо контролирует свой яд, поэтому она не будет драться. Теперь, когда Ллойд задумался об этом, никто из них толком не умеет контролировать свои силы. Вот почему они называют это проклятием. Именно поэтому им пришлось стать преступниками. Поскольку им не хватает контроля, Ллойд предлагает решение. Он уклоняется от атаки Галилея и бьет его чем-то в спину. Рен пытается вмешаться и спасти его, но Галилей останавливает ее и говорит, что с ним все в порядке, и даже лучше, чем раньше, потому что теперь он может контролировать свою ману. Ллойд накладывает заклинание на спину Галилея, чтобы помочь ему регулировать эту необузданную ману. Так он сможет лучше управлять своими силами, и Ллойд настолько великодушен, что предлагает сделать то же самое для всех остальных. Теперь, когда их проклятие снято, они больше не враждебно настроены по отношению к Ллойду. Он дал им шанс жить нормальной жизнью. Галилей считает, что нужно рассказать Ллойду их историю. Но Ллойду не особо интересны длинные истории, поэтому он вежливо отказывается. Но Галилей все равно продолжает говорить. Ллойду становится скучно, пока Галилей болтает. Но тут он упоминает лидера гильдии убийц Джейда, который умеет телепортироваться. Джейд собрал их всех вместе, чтобы они могли прославиться и когда-нибудь быть принятыми обществом. Но потом Джейд случайно телепортировался куда-то еще, и с тех пор его никто не видел. И как только это было сказано, в комнате появляется телепортационное кольцо, похожее на кольцо Джейда, и в нем появляется черный конверт. Позже Сильфа наконец-то находит след Ллойда и врывается в их убежище, разыскивая его как сумасшедшая. Но хотя она уверена, что он был там, потому что чувствует его запах, она находит только письмо, приклеенное к стене. Она приносит его Альберту, который уже готов взорваться. В письме говорится, что Ллойд отправился в путешествие с гильдией убийц, чтобы посетить ЛСТ, то самое место, которое угрожает войной Салону. Альберт думает, что Ллойда могли похитить и заставить воевать с ЛСТ. Но опять же, трудно поверить, что кто-то мог заставить Ллойда пойти с ними против его воли. Поэтому он решает найти мирное решение. Но Сильва показывает ему, что она нашла в убежище, и это вся одежда Ллойда, покрытая какой-то странной белой слизью. Так что о мире можно забыть, потому что Альберт и Сильва готовы к драке. Тем временем Ллойд и команда гильдии убийц телепортируются в королевство Лорд-Ост, пересекая страну на безумной скорости. После того, как пришло письмо, Галилей сразу узнал символ на конверте, который нарисовал Джейд, поэтому с нетерпением открыл письмо, и оно оказалось от Джейда, как они и думали. В письме Джейд извиняется за то, что так долго не связывался с ними. Но он был чертовски занят и рассказал, что успешно сверг лорда Лорд-Ост, который планировал какую-то большую войну. Теперь Джейд — новый чертов лорд королевства и хочет пригласить их всех на официальное празднование. Все в восторге от этой новости. Но Ллойд смотрит на письмо и радуется по своим собственным причинам. Галилей подходит к нему и опускается на колени, чтобы снова поблагодарить Ллойда за помощь в контроле над проклятиями. Но теперь они опередили лорда Ост, и Галилей обещает, что когда-нибудь отплатит ему за доброту. Но у Рен другие планы. Она хочет, чтобы Ллойд отправился с ними в королевство Лорд-Ост, чтобы он наложил на Джейда заклинание, которое поможет ему контролировать проклятие. Ллойду нравится эта идея, но он спрашивает, откуда, черт возьми, взялось это письмо. Оно появилось из ниоткуда, значит, его телепортировали сюда из какого-то другого чертового места. Магия телепортации до сих пор остается огромной загадкой в этом мире, и ее нельзя просто так разгадать. Так что есть только одно объяснение: Джейд, должно быть, научился контролировать свои силы. Ему нет смысла врать об этом дерьме. Но они не могут гарантировать, что все в письме. Правда, так что, если они отправятся к лорду Осту, это может быть ловушкой. Но Рен все еще верит, что Джейд никогда бы их не предала, поэтому она наивно предполагает, что он просто научился контролировать свои силы. Если это так, то Ллойду не нужно будет присоединяться к ним на встрече. Но он все равно пойдет с ними, потому что его интерес к магии телепортации сейчас очень высок. Рен хочет доверять Джейд, но она не может перестать беспокоиться о том, что может пойти не так. Ллойд говорит ей не переживать, потому что если что-то пойдет не так, он прикроет их и справится с любыми проблемами. Галили снова начинает хвалить Ллойда за то, что он такой добрый, и после этого Рен окончательно влюбляется в него. Вернемся к настоящему. Ллойду пришлось сделать остановку, потому что никто из них не может выдержать сумасшедшую скорость. Парни жалуются, что они тратят здесь время, потому что летели всего 10 минут. Но если они выдержат еще минуту сверхзвуковой скорости, то просто умрут. Вавилон так разозлился, что не может сдвинуться с места.
Ллойд сдается и говорит, что они могут просто немного отдохнуть здесь и пройти остаток пути пешком, потому что они уже чертовски близко. И пока они отдыхают, Рен предлагает сходить за едой, а Ллойд помогает Вавилону прийти в себя. Вавилон упоминает, что Рен пытается впечатлить Ллойда, потому что выросла в лесу. Очевидно, что она случайно отравила своих родителей, когда была маленькой, поэтому ей пришлось выживать в дикой природе. Первым, кто наткнулся на нее, был Джейд. Он привел ее в убежище и познакомил со всеми, но они все немного испугались ее ядовитых способностей, поэтому Галилей решил, что держать ее рядом – плохая идея. Особенно потому, что она рычала на них, как будто у нее бешенство или что-то в этом роде. Но Джейд все равно хотел, чтобы Рен осталась с ними и начал заботиться о ней. Но из-за этого она выпустила много яда, и Джейд чуть не умер. Но даже после этого случая Джейд все равно хотел, чтобы Рен была частью их команды, поэтому он попросил всех помочь ему заботиться о ней, и они согласились. Галилей предложил стать ее учителем, а Кроу и Талия шили ей одежду. Так Рен наконец-то почувствовала, что такое семья. В конце концов, Джейд придумал заклинание, которое он наложил на ее одежду. Оно нейтрализовало ее ядовитую ману, и она смогла жить нормальной жизнью среди других людей. Джейд вел себя с ней как старший брат. Услышав о том, что сделал Джейд, Ллойд захотел с ним познакомиться, что уже о многом говорит, потому что он впервые проявил интерес к другому человеку. В конце концов, Брен возвращается с охоты и готовит что-то странное. Она старается, но никто не хочет пробовать ее отвратительную еду. Поэтому Вавилон просит Кроу использовать его проклятую речь, чтобы еда стала вкуснее. Он уже собирался это сделать, но тут Рен ударила его в живот, потому что не хотела, чтобы он что-то менял в ее еде. Талия пытается уговорить Рен и напоминает ей, что Ллойд чертов принц, и вряд ли ему понравится то, что она приготовила, но она ошибается, потому что Ллойд уплетает это за обе щеки. Это не самое худшее, что он ел в своей жизни, потому что в прошлой жизни ему приходилось есть по-настоящему отвратительные вещи. Это ничто по сравнению с тем, что он ел раньше. Остальные набираются смелости попробовать, увидев, что Ллойд ест. И хотя еда выглядит отвратительно, она не так уж плоха, когда к ней привыкаешь. Рен отлично справилась, учитывая, что у нее никогда не было возможности попрактиковаться из-за ее ядовитых способностей, поэтому все в итоге наслаждаются едой Рен. И она надеется, что когда-нибудь сможет поделиться этим с Джейд. Мы снова видим, как Джейд возвращается к команде с отличными новостями. Гильдия думает о том, чтобы пересмотреть награду за их головы, поэтому все начинают праздновать, потому что они могут вернуться в общество, ведь они больше не преступники. Джейд говорит им не слишком надеяться, потому что гильдия все еще думает об этом. Но это шаг к будущему, в котором их примут такими, какие они есть. И это достаточная причина для праздника. Джейд рад, что у него такие крутые друзья, но он чувствует себя виноватым и привлекает всеобщее внимание, чтобы признаться. Он сказал, что он просто случайный парень, но на самом деле он третий принц лорда Оста. Он из знатного рода и сам признался, что обратился к ним, потому что хотел использовать их в своих корыстных целях. Лордом Остом правит его семья, и все они – настоящие злодеи. Они каждый день планируют войну, как кровожадные звери. Джейд отчаянно пытался найти способ остановить их, чтобы они не начали бессмысленную войну. Поэтому он собрал эту команду. Он прекрасно понимал, что они разозлятся на него за то, что он ими манипулировал. Но им было плевать на его мотивы. К тому же они прекрасно знали, что он из королевской семьи, судя по его поведению. Но Рен ничего не знала, поэтому она была в шоке, пытаясь все это осознать. Пока Рен отставала, остальные рассказали Джейду, что у каждого из них своя запутанная история, которая привела их сюда. И это не те приятные истории, о которых они обычно рассказывают. Но в конце концов, независимо от его мотивов, они все равно считают его своей семьей. Так что он мог бы промолчать, и они бы ничего не спросили. Но раз он все рассказал, они готовы помочь ему разобраться с семьей лорда Оста, если он захочет. Но, сюрприз-сюрприз, он не хочет этого, потому что если гильдию убийц поймают за убийством людей из личной неприязни, это будет катастрофа. Все вознаграждения будут аннулированы, и ситуация может даже ухудшиться, если они вмешаются. Поэтому он хочет разобраться с семьей лорда Оста сам. Он всегда считал гильдию убийц своей настоящей семьей и хотел бы остаться с ними навсегда. Но он не может просто стоять в стороне, когда лорд Ост собирается начать войну. Раз уж он скоро станет правителем, он хочет, чтобы они все пообещали ему сохранить гильдию убийц, даже если он не вернется живым из ЛСТ. А если он не вернется, значит он стал новым правителем ЛСТ. Он клянется, что сделает это место убежищем для отверженных, где они смогут жить свободно. Услышав эту историю, даже Грим убедился, что Джейд удивительный человек.
После ужина они продолжили свою прогулку до Лдост, но по дороге Ллойд уснул, и Галилею пришлось нести его на руках. Пока они шли, Рен взяла на себя инициативу и высказала свои опасения. Она не думает, что Джейд их предаст. Но есть вероятность, что семья лорда Астона манипулирует им, заставляя делать всякие гадости. Поэтому она считает, что им стоит оставить Ллойда здесь, чтобы он поспал, пока они осмотрят местность и убедятся, что там безопасно. Галилей соглашается и будет Ллойда, а затем просит Грима присмотреть за ним, пока их не будет. Но Гриму не очень нравится эта идея, потому что Ллойд практически непобедим даже когда спит. Но если они пойдут к лорду Астону и что-то пойдет не так, Ллойд будет злиться на него за то, что он втянул их в неприятности. Поэтому он пойдет с ними. Они подходят к замку, и, черт возьми, там настоящая вечеринка, как Джейд и написал в своем письме. Грим не чувствует враждебности от окружающих, поэтому решает, что можно забрать Ллойда и вернуться. Галилей вспоминает, что Джейд как-то странно интересовался Ллойдом. Но прежде чем он успевает это сказать, их замечает один из слуг замка. Этот парень узнает их как членов гильдии убийц. Но вместо того, чтобы поднять тревогу, он ведет их на банкет и объявляет, что гости прибыли. Похоже, они зря волновались, потому что все в порядке. Грим собирается лететь обратно к Ллойду и привести его сюда. Но Рен немного нервничает, потому что она так близко к Джейду, что не может сдержать эмоции и просит Грима побыть с ней еще немного. Чуть позже Джейд наконец-то входит в банкетный зал, и все рады его видеть. Но, черт возьми, он выглядит совершенно по-другому, и это сбивает их с толку. Джейд решает переодеться в свою обычную одежду, потому что он среди друзей, и щелкает пальцами, чтобы телепортироваться в свое тело. Остальные в шоке от того, что он полностью овладел своими силами, и когда они спрашивают, как, черт возьми, ему это удалось, он просто отвечает, что тренировался до тех пор, пока не освоил это. Рен наконец-то подходит к нему, чтобы поговорить, но она так взволнована, что не может подобрать слова. К сожалению, Джейд больше не хочет играть по правилам. Он меняет сценарий в зале, и все гости становятся злыми. Джейд каким-то образом использует свою проклятую речь, чтобы пригвоздить их всех к полу, и объявляет толпе, что они могут выбрать любого из проклятых людей, которых он собрал. Ему плевать на то, что он не помнит их имена. Но прежде чем все становится еще хуже, Грим использует свои силы, чтобы напасть на Джейда и дать остальным время сбежать. Похоже, Грим знает, что происходит с Джейдом. Но прежде чем он успевает что-то объяснить, Джейд телепортируется за его спиной и пинает Грима так, что тот отлетает на другой конец карты. К счастью, Грим падает рядом с Ллойдом и, очнувшись, начинает рассказывать о том, что происходит с членами гильдии убийц. Вернувшись в замок, Рен напрямую спрашивает Джейда, что, черт возьми, происходит, все еще надеясь, что есть какое-то разумное объяснение этой ситуации. Но, черт возьми, его надеждам не суждено сбыться, когда Джейд говорит, что все здесь одержимы демонами, которых он привел из потустороннего мира. И Джейд больше не Джейд. На самом деле он демон по имени Гизарм, катастрофа из потустороннего мира, который завладел телом Джейда, чтобы забрать его способность к телепортации. Он прямо говорит, что настоящий Джейд мертв, потому что он занял его тело. Этот больной ублюдок месяцами издевался над Джейдом, и единственное, что его останавливало, это то, что он заботился о своих друзьях. Тела зараженных людей – идеальные носители для демонов, поэтому он знал, что Гизарм придет за его друзьями, если завладеет его телом. Вместо того, чтобы позволить этому случиться, Джейд решил покончить с собой. Если бы ему это удалось, они с Гизармом оба были бы мертвы. Но Гизарм не мог позволить ему умереть спокойно. Как только Джейд собирался испустить дух, этот больной ублюдок мгновенно исцелил его. Другие демоны начинают терять терпение, желая завладеть телом зараженного человека. Поэтому Гизарм хватает Рен и шутит, что демонам нужно быть осторожными, потому что у нее есть смертельный яд, который убил ее родителей при рождении. Как бы они ни были разъярены, они ничего не могут сделать против Гизарма. Он начинает осматривать тело Рен, чтобы подготовиться к захвату, но останавливается, когда замечает заклинание, наложенное на нее Ллойдом. Он в ярости, что кто-то посмел пометить его собственность. Поэтому он использует свою проклятую речь, чтобы заставить Рен рассказать, кто это сделал. Рен, полная решимости и благодарности к Ллойду, сопротивляется желанию выдать его. Но Гизарма продолжает кричать ей в лицо, требуя сказать, кто поставил ей метку. Затем внезапно вокруг всех членов гильдии появляются барьеры, и огромный смертоносный лазер уничтожает все на своем пути. И этот лазер выпустил Ллойд, который выглядит чертовски злым. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть.